28 ноября 1994 года. Заключенный Кристофер Скарвер возвращается в камеру после уборки душевой. Дежурный офицер спрашивает, где остальные двое. «Господь сказал мне сделать это». «Они оба мертвы», — ответил заключенный. Дежурный бросается в душевую. Картина, открывшаяся его взору, больше напоминает бойню, чем душевую. Два изуродованных тела без признаков жизни, в которых он с трудом может опознать заключенных. Голова одного из них буквально размножена. Второй лежит в неестественной позе, будто бы его переехал грузовик. Тюремная скорая мчится в больницу. Джесс Андерсон скончается через 2 дня в больнице, не приходя в сознание. Заключенный с проломленным черепом скончается через 20 минут в машине скорой помощи. Серийный убийца, маньяк, каннибал, гомосексуалист и некрофил, совершивший только подтвержденных 17 убийств. Его имя Джеффри Даммер. Добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы поговорим о Джеффри Даммере, человеке, его все еще можно так называть, который стал легендой ужаса, объектом, который многие пытались изучать, и которого есть смысл разобрать в деталях. Несмотря на то, что о нем написано множество книг, снято документальных, художественных фильмов и сериалов, истинные причины зверств которого вскрылись совсем лишь недавно. Мы пройдем весь путь становления будущего маньяка, от первых шагов в его жизни до заслуженного финала. Или все же, может быть, незаслуженного? Давайте начинать. Сегодня каждый второй психолог скажет, что большинство своих проблем и травм, которые настигают нас во взрослой жизни, мы приносим с собой из детства. Но в Америке 50-х, 60-х годов, впрочем, как и во всем остальном мире, психология и семейная терапия только зарождалась. И, к великому сожалению, проблемы зачастую решались транквилизаторами, с побочными эффектами, естественно, или простыми снотворными. Вест-Элис. Небольшой городок рядом с Милуоки. Неприметный деревянный дом. Сотни еще таких же вокруг, однотипных и однообразных. Именно это место станет первым семейным домом молодой пары Джойс и Лайонелла Даммера. Судьба Джойс, по сути, была предопределена с самого начала. Обезумевшая к 40 годам бабушка, а затем и тетя, полное отсутствие понимания со стороны родителей и обвинения в безумии вытолкнули молодую и привлекательную Джойс в бурный океан жизни. На дворе 59-й год, зарождение неформальных движений, хиппи, панки, свободная любовь, наркотики и алкоголь. Расцвет этой свободы придется на 60-е годы. Но вся молодежь того времени уже была в предвкушении чего-то нового и неизведанного. Молодежь Орлеана, Нью-Йорка, Чикаго. Но не молодежь захолустного городка Вест-Элис. Джойс работает на почте, а Лайонелл в местном университете. Через пару месяцев он должен получить степень бакалавра-химика. Но и это не решит финансовых проблем будущей семьи. И оба это прекрасно понимают. В 1959 году они узаконивают свои отношения. Теперь они официально муж и жена. Но Джойс практически сразу погружается в затяжную депрессию, из которой она будет лишь изредка выныривать на поверхность их совместной жизни. Сразу после свадьбы Лайонелл настоял, чтобы Джойс ушла с работы и стала полноценной домохозяйкой, что еще больше погружает ее в уныние, и она впервые пытается обратиться за помощью к врачам. К ее удивлению, врачи не находят каких-либо заболеваний или патологий, но все же выписывают обезболивающее. Девушка начинает их принимать даже с увеличенной дозировкой, что буквально сказывается на ее настроении через пару недель. Придя в очередной раз домой с работы, Лайонелл буквально не узнает свою жену. Она в хорошем настроении, приветлива и даже улыбается. Внезапно ей кажется, что жизнь вновь засияла яркими красками, что все может измениться к лучшему и обязательно изменится в ближайшее время. И даже несмотря на то, что денег молодой семье по-прежнему не хватает, Джойс впервые дает Лайонеллу расслабиться и не думать о том, где взять деньги на завтра. Вскоре Лайонелл получит новую работу в Висконсине, и они смогут покинуть забытое Богом захолустье. «Здравствуй, новая жизнь!» – так и хочет воскликнуть Джойс. Но незадолго до этого, как таблетки заканчиваются, Джойс узнает о своей беременности, а врач сообщает, что больше не будет выписывать ей препараты,
поскольку побочные действия при беременности от них еще не изучены. В тот же вечер Лайонелла ждет дикий скандал дома, и это первая отправная точка, где он сделает свой неправильный выбор. Выбор, который повлияет не только на их жизнь. Понимая, что о спокойной жизни можно будет забыть, Лайонелл сам предлагает жене продолжить прием препаратов. И, воспользовавшись тем, что беременность еще совсем незаметна, она отправляется каждый раз в новую больницу, к новому доктору, за новым рецептом. Через 9 месяцев он отвозит Джойс в больницу, где 21 мая 1960 года она благополучно рождает мальчика. Его назовут Джефф. Но Лайонелла начинает беспокоить не ребенок, а состояние самой Джойс. Все время, пока она в больнице с новорожденным, она закатывает истерики, отказывается кормить малыша и агрессивно ведет себя с медсестрами. Лайонелл вынужден забрать ее домой. Дома ей становится легче, несмотря на то, что, по ее словам, она не принимает таблетки. Малыш абсолютно здоров. Он хорошо кушает, набирает вес и явно опережает в развитии своих сверстников. Но родители слишком заняты, чтобы замечать это. Лайонелл подрабатывает где только может, чтобы содержать семью. А Джойс практически полностью самоотстранилась от своих обязанностей. Ее не интересует ни малыш, ни Лайонелл. Она снова погружается в депрессию. Ведь они по-прежнему живут в том же доме, который стал для нее практически тюрьмой. Со стороны пара выглядит как обычная семья, но это вовсе не так. У них нет друзей, они не интересуются даже друг другом. Понимая, что ребенком нужно заниматься, а у него на это нет времени, Лайонелл предлагает нанять няню, на что тут же получает очередную истерику. Он все еще допоздна задерживается на работе, а иногда, приходя с работы раньше, садится перед домом и ждет, пока в окнах погаснет свет. Через 2 месяца происходит событие, которое, кажется, могло бы изменить ход событий. Лайонелл получает новое назначение в Айову. К сожалению, как выяснилось, Айова ничем не лучше Вест-Эллиса. Просто один унылый городок сменился на другой. Лайонелл получил место в магистратуре местного университета, и семья решается на покупку собственного дома. Теперь практически все доходы идут на оплату кредитов за обучение по магистратуре и дом. Истерики Джойс иногда сменяются доброжелательным настроением. Она вдруг становится эдакой заботливой мамочкой. Пытается готовить подобие семейного ужина, что получается у нее откровенно скверно. И даже 3-летний Джеффри не хочет есть приготовленную маму едой, чем вызывает в ней еще большую ярость. А отец просто безучастно наблюдает эту картину, будто он просто смотрит телевизор, по которому показывают мелодраму. Когда же мать сама пробует то, что приготовила, она бросает непрожаренный кусок мяса через весь стол и в ярости кричит на всех за то, что они не сказали, что мясо сырое. Джеффри начинает всхлипывать, а Лайонелл тихо закипает от злости. Утром он опять проснется раньше всех, выпьет в одиночестве свой кофе и уедет на работу до того, как все проснутся. Маленький Джеффри покорно съест тарелку хлопьев с молоком и также покорно отправится с матерью в детский сад. Вечером воспитательница напомнит Джойс, что нужно приобрести костюм к приближающемуся Хэллоуину. Забрав сына из детского сада, Джойс отправляется с ним в супермаркет, чтобы купить костюм с прошлогодней распродажи. Джефф достает из корзины костюм Бэтмена, но мать отбрасывает его, грозно смотрит на сына и достает другой – белого пушистого зайчика. Он меньше, чем нужно, на несколько размеров. Джефф чувствует себя в нем абсолютно неуютно. Костюм стесняет его движение до такой степени, что он практически не может двигаться. Вечером отец, вернувшись с работы, просит Джеффа примерить костюм. Малыш выглядит несчастным и неуклюжим. И только мама в восторге от этой покупки. Лайонелл прекрасно понимает, что происходит, но он снова решает просто промолчать и не спорить с женой. Так будет лучше. На утренник кто-то из детей толкает Джеффа, он падает и не может подняться, потому что костюм сковывает его движение. Дети образуют круг вокруг него и начинают бросать в него игрушки. И чем больше он корчится и извивается, тем больше они хохочут.
Наконец воспитательница замечает, что происходит что-то странное, и отстраняет детей. Чуть позже она решает поговорить с матерью Джеффа и интересуется, все ли у них в порядке в семье. Джойс не понимает и возмущена ее вопросом, на что воспитательница заверяет ее, что нет повода для беспокойства. Просто Джефф очень замкнут, и, возможно, ему нужно завести собаку, что вызывает у матери Джеффа еще большую волну негодования. «Лохматая псина у меня дома? Никогда!» Между тем, именно о собаке маленький Джефф мечтает так давно. Он с завистью смотрит в окна на соседских мальчишек, которые играют в лужайке с собакой, и может спокойно подойти погладить бездомного бродячего пса. Вечером Джойс рассказывает мужу о своем разговоре с воспитательницей, о покупке собаки, и муж охотно поддерживает эту идею. Но ее не поддерживает сама Джойс. Не поддерживает категорически и беспрекословно. Покупка четвероногого друга откладывается. Наступает 19 марта 1964 года. Лайонел возвращается с работы домой. В комнате спит жена, а на полу в кухне, крячась от боли, по полу катается 4-летний сын. Не раздумывая ни секунды, отец хватает его и везет в больницу. Врачи диагностируют двухстороннюю паховую грыжу и срочно везут его на операцию. Через час Лайонел позвонит жене и скажет, что Джеффу успешно сделали операцию по удалению паховой грыжи. Но мать, памятуя случай в детском саду и то, как Джефф неоднократно веселил и пугал знакомых своими припадками, будет уверена, что маленький сын просто симулировал приступ. На следующий день мальчика выписывают домой. У него продолжаются сильные боли, но доктора заверяют, что это, скорее всего, последствия стресса, который пережил ребенок, и прописывают обезболивающее. Это будет первая серьезная травма, которую пережил Джефф в детстве. Ведь мальчик не знает, что именно ему удалили. И постоянно пытается снять бинты, чтобы посмотреть, не удалили ли ему все половые органы. Своим хныканьем он доводит до истерики мать, которая к тому же еще узнает, что беременная во второй раз. Естественно, она сообщает о беременности мужу, который требует прекратить прием таблеток, на которых она сидит уже несколько лет. Начинается настоящая борьба между мужем и женой. Она прячет таблетки, он находит и выбрасывает. Через несколько месяцев, когда таблеток практически не осталось, Джойс ложится в постель и практически не встает с нее. Ребенка отвозят и привозит отец, да и фактически все обязанности по уходу за сыном ложатся на него. А Джефф, между тем, все больше замыкается в себе, воспринимая себя как обузу. И однажды произносит фразу матери: «Если я умру, ты не волнуйся, скоро у тебя будет новый ребенок». Джойс отмахивается от него и просит больше не говорить такой ерунды. А он говорит ерунду, много ерунды. Но до этого никому нет дела. Однажды дом Дамеров посещает школьная учительница. Она интересуется, как обстоят дела в их семье. У мальчика отличная успеваемость, но он совершенно замкнут. И у него нет друзей. Он практически не контактирует с другими детьми в классе. Джойс удивлена, но быстро находится с ответом. Возможно, это из-за того, что у него скоро появится брат? Этот ответ устраивает и учительницу, и Джойс. Еще один шанс обратить внимание на прогрессирующую проблему Джеффа утерян. Вскоре Джойс снова увозят в роддом. Роды проходят спокойно, малыш здоров. И ее быстро выписывают домой. Вопреки ожиданиям всех, мама приветливо, радостно и даже с удовольствием кормит грудью малыша, чего не было при первых родах. Малыша назвали Дэвид. Отец работает, Джефф продолжает ходить в школу. Его состояние больше не беспокоит преподавателей, и скоро на него все меньше обращают внимания. У мальчика родился маленький брат, и у него теперь много забот. Через 2 месяца в доме Дамеров появляется кучерявый щенок терьера. Сбылась мечта маленького Джеффа. Каждую свободную минуту он проводит с Фриски, так они назвали собаку. Он охотно ходит с ней на прогулку, дурачится во дворе, и когда мама не видит, старается протащить ее к себе в постель под одеяло. Наконец-то теперь ему завидуют все дети вокруг, ведь у него настоящий щенок. Но даже такое милое создание не оказывает никакого позитивного влияния на его мать.
Она снова все чаще впадает в депрессивное состояние и срывается теперь и на собаке. Казалось бы, разве можно усугубить и так не слишком радостную атмосферу в доме? Друзья, я хочу вам рассказать, что помимо моего хобби, ведения YouTube канала, у меня еще есть основная профессия. Я UX/UI дизайнер, и я готов помочь вам создать невероятные интерфейсы. На моем сайте вы найдете мои последние работы и проекты. Я работаю в сфере UX/UI дизайна уже много лет, и каждый проект для меня – это возможность сделать вашу идею легкой в использовании и привлекательной для ваших пользователей. В рамках моей деятельности я специализируюсь на следующих услугах: разработка веб-сайтов, создание лендингов, дизайн мобильных приложений, улучшение UX/UI уже существующих проектов и UX-экспертиза. С моими услугами вы получите не только красочный дизайн, но и инструменты для достижения ваших бизнес-целей. Мой опыт включает сотрудничество с разными брендами и компаниями, и я горжусь тем, что мои дизайны приносят реальные результаты. Если вам нужен профессиональный UX/UI дизайнер, готовый создать интерфейсы, которые будут удивлять и привлекать внимание пользователей, свяжитесь со мной прямо сейчас. Вся необходимая информация и контакты доступны на моем сайте по ссылке в описании. Мы переезжаем в Дойлстаун. Мне предложили там работу. Буду зарабатывать в 2 раза больше. Однажды вечером сказал Лайонел. Это на первый взгляд безобидная новость несет следующую непоправимую травму маленькому Джеффу. Он даже представить не мог тех событий, которые произойдут с ним в ближайшие несколько дней. Джойс тоже не обрадовалась этой новости. Скорее даже наоборот. В этот раз ее переезд не радовал, а скорее даже удручал. Но так или иначе пришло время собирать вещи. А их все же накопилось приличное количество за годы совместной жизни. До Дойлстауна дорога занимала около суток на автомобиле. И Джойс категорически отказалась ехать на машине в столь длительное путешествие с собакой. Маленький Джефф, думая, что вопрос как-то решится, собирал свои вещи. А где поедет Фриски? Этот безобидный вопрос поставил отца в тупик. Фриски не поедет с нами. Она останется здесь. Он еще не знал, как сказать Джеффу, что они приняли решение ее усыпить. Фриски радостно прыгала на руки к Джеффу, и они поехали к ветеринару. Улыбка начала медленно сползать с его лица, когда он узнал о цели их визита. Зачем усыплять абсолютно здоровое животное, да еще и в присутствии ребенка? На что отец ответил, что Джефф уже взрослый мальчик и все понимает и останется здесь. Врач машинально набрал лекарство шприц и вколол ничего не подозревающему животному. Постепенно она начала затихать. Зрачки стали мутнеть, и она заснула. Джефф продолжал держать ее на руках и гладить. «Нам нужно идти, Джефф», — сказал отец. «Фриски больше не проснется». «Я знаю», — ответил Джефф. «Она превратится в скелет. И больше не будет никакой шерсти. Никакой. Теперь мы можем ее взять с собой?» 1967 год. Джойс предпринимает попытку самоубийства, наглотавшись снотворного и барбитуратов. Ее успевают откачать в больнице Дойлстауна. Но это маленький городок, и по нему начинают ползти слухи, что отец поколачивает жену и детей, из-за чего она стала психически неуравновешенной. Лайонел, понимая ситуацию, начинает рассылать свое резюме во все места. И вскоре получает ответ с приглашением на работу в Акрон, город Бат. Чтобы точно представить себе этот город, просто представьте холм, окруженный со всех сторон лесами и лощинами, в которых постоянно плывет туман, сотня домов и школа, которая является самой большой достопримечательностью городка. В этом, казалось бы, унылом месте, которое скорее похоже на декорацию сюжета Стивена Кинга, Джеффу и его семье предстоит прожить долгих несколько лет. Школа встретила новичка, как и полагается, настороженно. Белокурый парень в огромных очках, казалось, не вызывал никаких эмоций. И дети, и преподаватели попросту не могли понять, как на него реагировать. На уроках он всегда садился на задние парты, прикрывался тетрадью или учебником и что-то писал. Даже учительница не могла понять, он записывает урок или рисует какую-то ерунду, потому что именно этим обычно занимаются дети на задних партах. Однажды, выходя из школы, Джеффри падает на лестнице, чем вызывает дикий хохот детей, столпившихся перед школой. Он впервые не может разобраться со своими эмоциями.
Смеются над ним, потому что он такой, или потому что он действительно упал? Он поднимается и спешно уходит, не оборачиваясь. Внутри него закипает свирепая ярость. Джеффри 11 лет. Ситуация повторилась с точностью да наоборот спустя короткое время. На соседской лужайке играли дети. И соседка, мисс Шейренберг, настойчиво приглашала его присоединиться к ним. Неохотно, но Джеффри согласился. Дети резвились на лужайке, Джеффри сидел чуть в стороне и просто наблюдал. Один из детей неудачно споткнулся и упал, ударившись головой о металлический каркас барбекю. Наступила полная тишина. Все застыли в оцепенении. В этот момент Джеффри громко рассмеялся и буквально начал кататься по земле от хохота. Такой реакции не ожидал никто, и мисс Шейренберг буквально вытолкала его со двора. В этот раз Джеффри еще больше не понял реакции окружающих. Ведь точно так же смеялись над ним. Что он сделал не так? Погруженный в размышления об этом, он вернулся домой. И, как обычно, с отрешенным взглядом уставился в телевизор. Но один вывод в тот вечер он все же сделает. Если ты не можешь отражать эмоции обычных людей, научись их копировать. С тех пор его начинают сторониться все в школе. Он становится еще на один шаг ближе к тому, чтобы занять место изгоя. Его не замечают дети, не хвалят и не ругают преподаватели. Но однажды на уроке он просто шокирует учительницу своими знаниями о гражданской войне. Она была полностью уверена, что он не сможет ответить на этот вопрос. На перемене к нему подходит удивленный одноклассник и с восторгом спрашивает: «Как ты все это выучил?» Одноклассника зовут Ллойд. В школе его сокращенно называли Ли. Он станет первым другом Джеффа. И еще одним поворотом не туда. Их общение трудно назвать дружбой. Ли общается с другими школьниками и с Джеффом. Но с Джеффом только для того, чтобы тот решал ему контрольные, писал рефераты. Джеффа устраивает даже такая дружба. И по окончанию средней школы он прилагает невероятные усилия, решая за своего друга контрольные, чтобы перетянуть Ли вместе с собой в Ривер Хай Скул, которая располагается ровно посередине между Ричфилдом и Батом. Это самая крупная старшая школа в окрестностях Акрона. Но в старшей школе занятия предполагают индивидуальный характер. И вскоре Джефф и Ли практически прекращают видеться. Чаще всего Джеффри возвращается домой пешком. Это всего несколько километров через лес. Однажды он становится свидетелем, как Ли с друзьями гонят стаю собак с привязанными банками к хвостам к скалистому обрыву. При этом весело призывает Джеффа присоединиться к ним. Джефф испытывает спонтанные чувства. С одной стороны, это его друг, но с другой он открыто издевается над животными и находит это забавным. На следующее утро Джефф хмурый приходит в школу. Он знает, что на уроке химии ему придется выполнять задания в паре с Ли, и всячески сторонится его. Недоумевающий Ли, ведь это всего лишь никому не нужные животные, хватает из аквариума лягушку и скальпелем напополам разрезает ее прямо на столе перед Джеффом. Еще раз доказывая, он может убить, и ему за это ничего не будет. Стоит ли говорить о том, какой шок в очередной раз испытал Джефф? Спустя неделю после этого эпизода Джефф возвращается домой. Несмотря на сумерки, он понимает, что его окружают несколько фигур. За спиной только старый амбар. Пути к отступлению нет. 5 старшеклассников окружили его со всех сторон. «Да это же Даммер!» – послышался возглас одного из них. И в ту же секунду Джефф ощутил первый удар. Потом был еще и еще и еще один. Подростки обыскали рюкзак и карманы в поисках мелочи. Забрали куртку, и в довершении один из них помочился на окровавленного Джеффа, который еще около получаса так и оставался лежать в луже собственной крови и мочи. Пройдет еще несколько дней, прежде чем Джефф вернется к школьным занятиям. Все эти дни он будет слоняться по лесу, обдумывая то один, то другой план, как бы он мог отомстить своим обидчикам, каждый раз придумывая все более и более изощренные методы. Вернувшись в школу, он четко понимает, что выжить здесь он может, испытывая только одну из ролей – клоун или изгой. Он выбирает первое и дальше действует согласно этой схеме поведения. Он пугает одноклассников, и те сторонятся его еще больше. Да, он клоун, только это тот клоун, от которого у всех идут мурашки по коже.
Он, как и прежде, ходит домой пешком, погружаясь полностью в свои мысли. И однажды замечает на дороге мертвую крысу. Он и раньше подбирал мертвых мелких животных. Тайком приносил их домой и хоронил за сараем. Так они всегда могли быть с ним. Но в этот раз он решил пойти дальше. А можно ли ее мумифицировать? Он пришел домой и закрылся в гараже, который недавно отремонтировал отец. Это было небольшое личное пространство Джеффа. И никто из домашних не видел в этом ничего плохого. На полках стояли ряды банок и сосудов с химикатами. Джефф безошибочно взял нужную с розовой жидкостью и неприятным запахом. Это был формалин. Вскоре он повторяет свой опыт уже с другим животным и с другим. Затем начинает экспериментировать с другими химическими веществами и составами. Вскоре это превращается в полноценное хобби. Но однажды отцу понадобились инструменты, которые хранились в гараже. Он открыл ворота и буквально оцепенел. На полках и стеллажах стояли ряды банок и сосудов, в которых были животные. Крысы, мыши, кошки и даже белки. Некоторые из них были расчленены, некоторые почти мумифицировались. От некоторых лишь были части тел – голова кошки, крысы и зайца. Чуть дальше вглубь на полках стояли абсолютно чистые и отбеленные скелеты. От этого театра ужасов у Лайонела пробежал холодок по спине. Он резко развернулся и пошел в дом. Джефф, как обычно, сидел и смотрел телевизор. «Джефф, нам нужно поговорить». И не дожидаясь ответа, Лайонел чуть ли не за шиворот приволок сына к гаражу. «Объясни мне это!» Указывая рукой вглубь гаража, чуть ли не орал отец. К его удивлению, Джефф вел себя абсолютно спокойно. И с таким же невозмутимым спокойствием он начал объяснять отцу, что это всего лишь его увлечение. И ему есть название токсикодермия, что он увлекается биологией, и даже на уроках они делают подобные эксперименты. Лайонел стоял с выпученными глазами. И пугало теперь его не содержимое гаража, а реакция Джеффа. Спокойная, невозмутимая, уверенная и даже немного детская. «Никогда, слышишь? Никогда, чтобы я больше этого не видел в нашем гараже. Я запрещаю тебе этим заниматься». После этих слов Лайонел вернулся в дом, взял несколько больших мусорных пакетов и начал сгребать в них все содержимое полок и стеллажей. При этом Джефф стоял абсолютно спокоен, по-детски недоумевая. Что же плохого он сделал? Ведь это всего лишь хобби. Отец вывез все содержимое гаража на свалку. А Джефф вернулся в дом, пользуясь отсутствием отца, взял его бутылку виски и налил добрых полстакана. Одним залпом он выпил содержимое и почувствовал, как сначала сперло дыхание, а потом по телу пробежало тепло. Он поднялся в свою комнату и впервые ощутил действие алкоголя. Это нельзя было сравнить ни с чем. Буря эйфории кружила в его голове. Казалось, ушли все тревоги, мысли стали ясными, и постепенно он начал погружаться в сон, четко понимая, что он обязательно продолжит. Продолжит и свое хобби, и употреблять алкоголь. Ведь он дает свободу и снимает все запреты. Так, у будущего монстра из Милуоки появится новый друг. Он не задавал никаких вопросов, никогда не пытался чему-то научить или, не дай бог, высмеять. Более того, он часто давал очень нужные в таком возрасте для юноши советы. Но в какое-то время Джеффри оставляет свои биологические эксперименты. Во-первых, ему нужно найти новое убежище, а во-вторых, теперь у него есть новый друг. Он начинает употреблять алкоголь не только тайком дома, но и умудряется приносить в школу пиво, шокируя одноклассников, распивая его прямо на уроках. Таким образом, он завоевывает славу бесстрашного и оторванного парня. Несколько раз проделывает трюк с корчением на полу, изображая приступ, и выигрывая таким образом деньги на выпивку. Джефф повторяет его в магазинах и в барах, чтобы украсть комиксы, еду или алкоголь, и всегда выходит сухим из воды. Что, впрочем, только укрепляет его веру в себе о полной безнаказанности. Ситуация в семье, несмотря на тревожные звонки из школы, никак не меняется. Отец, как обычно, занят с утра до ночи на работе и не торопится домой, а мать, кажется, вообще отстранилась от семейных забот.
На фоне всего происходящего она меньше пьет таблетки и даже начала пробовать одно за одним новые увлечения. Вязание, флористика, курсы рукоделия. В какой-то момент она даже устраивается на работу в цветочный магазин. Но это все равно не меняет атмосферу в доме. Кажется, что все эти люди просто глубоко погружены в себя, и никому нет ни малейшего дела до окружающих. В этот момент Джефф впервые сталкивается с новыми ощущениями. Они еще не сформированы во что-то конкретное, он не может объяснить даже сам себе, что он чувствует. Но словно монотонный стук, который беспокоит и одновременно будоражит фантазию, они откликаются в его голове. Джефф всегда ходит в школу одной и той же дорогой. И каждое утро ему встречается спортсмен, любитель пробежек. Каждый день один и тот же маршрут, один и тот же человек. Набравшись в очередной раз спиртного, он вдруг четко видит план, который осуществит завтра утром. В 8 утра Джефф стоит сбоку от тропы, где должен появиться спортсмен. В руках у него бейсбольная бита, на плече моток веревки. Когда он будет пробегать мимо, нужно приветливо улыбнуться, а затем сразу огреть парня битой по голове. Пока он будет без сознания, нужно его задушить. Это безумный план. Но Джеффри осознает, что он может это сделать. Но проходит 15 минут, полчаса, 2, и только спустя 3 часа Джеффри понимает, парень сегодня не появится. Он выбрасывает биту и веревку и бредет домой. И только сейчас он осознает, какое чудовищное преступление он мог сегодня совершить. А еще он понимает, какое чудовище он сам. Добравшись до гаража, он напивается, как не пил никогда раньше. Падает на пол и, смотря в щель в полу, отключается. 1978 год. Это последний учебный год и год, когда родители Джеффа окончательно решат развестись. Отец переедет жить в мотель, но будет стараться вести прежний образ жизни. Заезжать, отвозить и привозить теперь уже Дэвида в школу. А вечером скандалить с матерью. Еще больше, чем это было ранее. На все это Джефф и теперь уже Дэвид просто не реагируют. Дэвид разглядывает комиксы, Джефф безучастно смотрит телевизор. В этом году произойдет еще ряд событий, но все они не так значительно повлияют на его судьбу. Будут первые знакомства с девушками, которые не вызовут в нем абсолютно никаких эмоций, а у девушек вызовут лишь только недоумение. Будет поездка в Вашингтон со школьными активистами и даже личная встреча с вице-президентом в Белом доме. И выпускной, после которого все его одноклассники, немногочисленные друзья и даже девушки разъедутся прочь из этого мрачного и пустынного места. Оставив Джеффа фактически наедине с собой и мыслями о том, что он абсолютно не понимает, что ему теперь делать, он остался совершенно один. Его больше не интересуют эксперименты с мумификацией животных, и лишь алкоголь, верный и преданный друг, по-прежнему с ним. Так наступает вечер 18 июня. Вечером Джефф отъезжает от супермаркета, потратив все деньги на выпивку, с мыслями о том, что он теперь будет есть всю неделю. Но все же он решает, что это его не так уж и сильно беспокоит, ведь он уже выпил несколько банок пива. Он проезжает поворот и видит голосующего парня. Джефф много раз у себя в голове прокручивал подобную ситуацию. Как бы он мог остановиться, подобрать автостопщика, что бы он с ним сделал потом? Проехав мимо 100 метров, Джефф посмотрел в зеркало заднего вида и сдал назад. «Куда тебе?» «Да куда-нибудь», — сказал парень, усаживаясь на сиденье рядом. «Стивен Хинкс», — представился он. Стивен возвращался с концерта. Знакомые подбросили его до супермаркета от Бата, куда направляется Джефф. До деревни Стивена всего пара миль. Машина Джеффа подъезжает к развилке, начинает накрапывать дождь. «Может, заедем ко мне на пару часов?» – предлагает Джефф. У Стивена перспектива стоять на развилке под дождем, идти несколько миль пешком или поехать с Джеффом. И он делает последний и неправильный выбор в своей жизни. Стивен атлетического телосложения. Более того, он тоже больше предпочитает парней. Пожалуй, это даже больше, о чем когда-либо мечтал Джеффри. Парни выкуривают всю марихуану Стивена, выпивают весь алкоголь Джеффри, а потом съедают все, что можно съесть.
Через какое-то время Стивен решает, что ему пора. Джеффри начинает отчаянно уговаривать Стивена остаться, ведь это совсем не так, как в его фантазиях. В конце концов, просто не по правилам. Но чем больше Джефф пытается уговорить Стивена, тем больше тот пытается отвязаться от назойливого знакомого. В один момент он встает и, пошатываясь, идет к входной двери. Дергает за ручку, открывает ее, и в этот момент на его голову обрушивается гантель. Парень, падая, задевая головой дверной косяк. Джеффри мгновенно трезвеет и пытается затащить Стивена в дом. Это получается не сразу. Затащив, он переворачивает его и щупает пульс. Парень жив и медленно открывает глаза. В эту же секунду стальными пальцами Джефф сдавливает шею своей первой жертвы, окончательно теряя контроль над своим собственным безумием. Придя в себя, Джеффри понимает, что нужно избавиться от трупа. Вспоминая все пересмотренные фильмы ужасов, Джефф решает расчленить тело. Он оттаскивает его в гараж, и через пару часов в багажнике лежат 3 пакета с телом Стивена. Джефф не испытывает никаких эмоций. Он работает четко, методично и целенаправленно. И только одна деталь заставляет его задуматься. Голова. Голова Стивена. Она уже просто не помещается в пакеты. Как с ней быть? На помощь приходит опыт прошлых лет. Он достает огромную банку, кладет в нее голову и заливает формалином. Теперь нужно избавиться от тела. Все мешки сложены в багажник. Нужно добраться до леса и разбросать их в разных его частях. Остальное сделают дикие животные. Дождь усилился. Джефф едет по безлюдному пустому шоссе. В зеркале медленно появляются 2 размытых пятна от фар. Через несколько минут Джефф понимает, что это полицейская машина. «Как дела, сынок?» – спрашивает полицейский, освещая фонариком салон машины и лицо Джеффа. «Куда направляешься?» «Домой, сэр», – четко отвечает Джефф. «Что в багажнике?» «Мусор, сэр». «Целый день убирал дома, завтра должны приехать родители, они недавно развелись, и эта встреча важна для меня». «Я слышу запах алкоголя. Ты выпил?» «Совсем немного, сэр. Я целый день трудился, я в полном порядке». «Ладно, сынок, езжай отсюда. И чтобы я тебя здесь больше не видел в таком состоянии». Джефф медленно тронулся и продолжил свой путь. Добравшись до леса, он выбросил сначала 1 мешок, затем, отъехав в сторону, 2. 3 он выбросил с обрыва, куда когда-то чуть не угодили собаки с привязанными к хвостам банками. Вернувшись домой, он зашел в гараж, поставил на стол перед собой банку с головой Стивена и, уставившись прямо на нее, просидел еще несколько часов. Так сначала ребенок, потом подросток и теперь уже юноша Джеффри Даммер открыл счет. Счет трофеев на своем кровавом пути. В общей сложности в период с 1978 года по 1991 год его жертвами стали 17 человек. Все мужского пола. Некоторые из них имели гомосексуальные наклонности. Большинство были афроамериканцами и даже азиатами. На момент службы санитаром в Германии в 1979 году в окрестностях базы, на которой Джефф проходил службу, были найдены расчлененные остатки 5 жертв. Но ни до, ни после суда Джефф не признал своей вины в этих преступлениях, а следствию не хватило улик, чтобы доказать их. Совершая все новые и новые убийства, Джефф придумал все более изощренные методы. Он просверливал голову полуживой жертве и заливал в отверстие кислоту. Отрезал конечности и в таком виде насиловал. Некоторые части тел закапывал в подвале дома или поблизости. Некоторые оставлял для консервации, а некоторые просто съедал. Его дело стало одним из самых громких в 1992 году. Вряд ли есть смысл описывать все его деяния и зверства, которые он проводил со своими жертвами. Если вы интересовались Джеффом Даммером, вы наверняка об этом знаете. Поэтому в этом выпуске я решил посмотреть на историю Джеффа Даммера с другой стороны. Не то, что он сделал, а почему. На момент заключения было проведено несколько экспертиз с целью выявить психические отклонения Даммера. Но ни одна
Я повторяю, ни одна не смогла подтвердить, что Джефф Даммер психически нездоров. Множественные интервью и статьи не упоминают вовсе о тех проблемах, которые преследовали Джеффа с самого раннего детства. Ведь таким образом была бы брошена тень на семейные ценности. Еще более забавным выглядит интервью отца и его второй жены на шоу выдающегося Ларри Кинга. Вы без труда сможете его найти в сети, но главный посыл отца – у нас была нормальная семья. Нормальная, понимаете? Я не думаю, что кто-то из вас хотел бы провести свое детство в такой нормальной семье. Весь жизненный путь Джеффа – это боль, страдания, психологические травмы с раннего детства, отсутствие родительского внимания. Сколько раз один эпизод менял полностью его мировосприятие. Сколько раз случай мог не допустить, чтобы жертв было 17. Ведь даже находясь под следствием о домогательстве, он убивает и выходит на свободу. Всю свою жизнь Джефф Даммер просто никого не интересовал. Только когда в его холодильниках обнаружили остатки людей, он стал монстром, убийцей, каннибалом, насильником, да еще бог знает кем. Нет, безусловно, нет оправдания тому, что он сделал. Просто в конце этого выпуска я хотел бы задать вам один вопрос. Теперь, зная другую историю Джеффа Даммера, кто, на ваш взгляд, настоящие монстры? Пишите свои ответы в комментариях, поддерживайте пальцем вверх, таким образом это видео посмотрит больше людей. А мой рассказ о темной стороне Джеффа Даммера окончен. До новых встреч!